Глава 1451. Маленький зверь и ледяной дьявол. Из существ племени летающих духов только двое стояли в воздухе и не выказывали намерения атаковать. Одной из них была невысокая и худая Оцин из расы Семи Путей, другим был крупный мужчина с двойными зрачками. Оба они выглядели совершенно равнодушными. Увидев пыль радужного мотылька, окружавшую местность, и то, что их атаки не смогли повлиять на нее, высокий мужчина медленно сказал: «Госпожа О, такое демоническое насекомое, как этот мотылёк золотой бездны, первый раз появилось на пути тысячи лос. Эти насекомые должны существовать только на 4-м уровне земной бездны. По какой-то причине здесь появились демонические звери из более глубокого уровня». Оцин холодно ответила: «Я знаю. Мы встретили слишком много демонических зверей среднего ранга на 1-м уровне, так что нет ничего удивительного в том, что здесь можно найти мотыльков золотой бездны. С этим должны разбираться те старые ублюдки из клана, а не мы. Но если ты все еще последуешь за мной после того, как мы достигнем 3-го уровня, пеняй на себя». Взгляд высокого мужчины с двойным зрачком стал мрачным, и он угрюмо сказал: «Леди О такая бессердечная, но, тем не менее, ты украла мое сердце. Я уже трижды предлагала твоему клану руку и сердце, но каждый раз ты отказываешься. Разве наш брак не укрепит силу наших кланов? Судя по слухам, ты, кажется, хочешь выйти замуж за самого сильного священного ученика нашей расы. Неужели я не отвечаю твоим стандартам?» Это был Фэй Е из расы Нань Лун, персонаж, столь же известный, как Чжу Иньцзы и О Цинь. О Цинь ухмыльнулась. «Верно. Священные ученики расы Семи Путей могут выходить замуж только на самых сильных личностях других ответвлений. Другие могут не знать о твоих навыках, но я знаю. Ты даже не стоишь моего внимания. Поэтому я пытаюсь развеять твои тщетные надежды». Взглянув на О Цин, Фэй Е сказал: «Я знаю, что способности госпожи О велики, но я не верю, что разница настолько большая. Я также не верю, что есть другие, более подходящие, чем я. Если я даже не достоин твоего внимания, то других ты ценишь еще меньше. Или, возможно, вам нравится этот юноша из Чжун по имени Чжу. В таком случае я найду его и убью». Чжу Иньцзы. Он подходит. Если ты чувствуешь недовольство, то иди и найди его. Однако во время собрания я заметила еще кое-кого интересного. Хотя я лично не был свидетелем его силы, я чувствую, что его способности не меньше моих. Из какого он ответвления? Говори. Я пойду к этому человеку. Если его способности больше моих, я оставлю тебя в покое. Но если нет, хе-хе, Фэй Е резко изменился в лице. Эти двое говорили так, словно вокруг не было никого из других священных учеников, не обращая внимания на атаки мотыльков золотой бездны. Когда окружающая их пыль стала подавлять их, другие священные ученики начали использовать свои способности для собственной защиты и медленно отступать дюйм за дюймом. Казалось, что долго они не протянут. Выражение лица О Цина дрогнуло, и она кивнула: «Ничего страшного, если ты хочешь проверить его способности. Этот священный ученик из расы Тянь Пен. Кажется, его зовут Хань. Больше я о нем ничего не знаю». Пораженная, Фэй Е сказал: «Священный ученик из расы Тянь Пен? Как может священный ученик этого жалкого ответвления быть таким могущественным?» «Трудно сказать», — равнодушно объяснила О Цин. «Тянь Пен невероятно слабы, но это не значит, что в их рядах не может появиться гений. Не забывай, что я культивирую самую глубокую технику расы Семи Путей — искусство разложения 7 скважин. Его эффективность — не то, на что могут надеяться другие ответвления расы. Хотя я видела его только издалека, он произвел на меня неизмеримое впечатление. Если ты действительно собираешься сражаться с ним, постарайся не умереть». Фэй Е решительно сказал: «Все в порядке. Но если ты ошибаешься, я пойду к твоему клану после испытания и снова попрошу тебя выйти замуж. Не забывай, что твой обряд трансформации продлится всего несколько лет. На этот раз у тебя не будет возможности отказать мне». О Цин подняла голову и фыркнула: «Ты действительно слишком много знаешь. Верно, через 3 года я больше не смогу откладывать церемонию совершеннолетия. Если мой клан не сможет найти никого из нашего поколения, кто бы был сильнее тебя, я соглашусь на твое предложение, когда мы вернемся». Фэй Е дико рассмеялся и усмехнулся, сказав: «Тогда договорились. Если я встречу того Ханя на 3-м уровне, будет даже лучше. В противном случае я брошу ему вызов, когда мы вернемся. Поскольку ты заметила его, он не должен проиграть испытание». «Делай, как хочешь», — О Цин огляделась и равнодушно сказала: «Эти насекомые немного раздражают. Ты избавишься от них или я? Хе-хе, оставь это мне. Это такие пустяки».
Крупный мужчина улыбнулся и внезапно прижал руку к тыльной стороне меча. Меч сразу же загудел и взмыл в небо, превращаясь в густой золотой свет, кружась в воздухе. Тем временем Фэй Е прыгнул вперед, превратившись в странную птицу с головой змея и хвостом кита. Он расправил крылья и взмыл вверх. За несколько мгновений большая птица достигла массы золотого света и слилась в одно целое. Когда окружающие мотыльки увидели, что он вышел из-под своей защиты, они странно закричали и устремились прямо к нему. Но прежде чем они успели приблизиться, бесчисленные облака пыли устремились к золотому свету впереди них. Внезапно воздух задрожал с оглушительным грохотом. Золотой свет увеличился в несколько раз и устремился вниз в расширяющейся световой буре. Слои невероятно плотной пыли были выжжены золотой молнией, пробившейся сквозь пылевые облака, а мотыльки, прячущиеся за пылью, мгновенно погибли, соприкоснувшись со светом. В мгновение эка погибла почти половина бабочек. Выжившие мотыльки золотой бездны завизжали и бросились в рассыпную во всех направлениях. О Цинь при виде этого изменилась в лице и сразу же пробормотала заклинание, вызывая позади себя огромного черного фантома. Фантом был расплывчатым, но отдаленно напоминал 7 отдельных голов животных, таких как обезьяны и леопарды, но каждая из них выглядела довольно угрожающей. Жестом заклинания О Цин приказала 7 головам медленно открыть багровые глаза и широко открыть рты. Из каждого из них вырвалось облако зеленого тумана, быстро распространившись на самые далекие окрестности в мгновение эка. Когда зеленые облака достигли мотыльков, они тут же вспыхнули зелеными вспышками, оставив после себя только кровавый туман. Теперь от мотыльков золотой бездны осталась лишь 10-я часть их первоначального числа. В этот момент золотой свет в воздухе исчез, открыв Фэй Е с огромным мечом на спине. Он посмотрел на 7 призраков О Цинь со следом обожания на лице. Мелькнула проворная черная фигура. Несколько кристально-черных демонов были разорваны на 1000 кусков белыми проекциями когтей, которые мгновенно превратили их в черную ци. Проворная фигура аккуратно впитала черную ци, парящую в воздухе, и быстро кружила в воздухе, прежде чем вернуться к Хань Ли. Вскоре на его плече появилось похожее на котенка существо, киринский леопард. Красивая женщина, Цинь Ся из расы Зеленой ночи, в изумлении щелкнула языком, наблюдая со стороны. Она сказала: «Я действительно не ожидала, что духовное чудовище брата Ханя так эффективно справится с этими ледяными извергами. Это сработало прежде, чем я даже почувствовал, что они там. Могу ли я узнать имя твоего духовного зверя? Я впервые вижу его». Лэй Лань и Бай Би посмотрели на киринского леопарда с одинаковым удивлением. Хань Ли погладил маленькое животное по мягкой голове и улыбнулся. «Я сам не уверен, как его зовут. Я наткнулся на этого духовного зверя снаружи. Я не ожидал, что ему так понравится поглощать ци ледяного демона». Вскоре после того, как они вошли в зону ледяного демона, маленький зверь, спавший со зверем плачущей души в сумке, внезапно проснулся и связался с Хань Ли через их связь духовного чутья. Удивившись, что зверь захотел вылезти из сумки, Хань Ли не осмелился пренебречь им, поскольку тот был невероятно способным, несмотря на свой юный возраст. Прежде чем какие-либо враги появились поблизости, зверь быстро вышел из кольца для хранения. Вскоре после того, как он появился, Хань Ли и другие были потрясены. Выпрыгнув из кольца, он не только активно проснулся, но и остро почувствовал ледяных демонов, прежде чем они смогли слиться с ледниками, и прежде чем даже сам Хань Ли смог их почувствовать. Киринский леопард тут же набросился с обнаженными когтями, разрезал их на бесчисленное количество частей и с великой радостью впитал остатки зловещей ци в свой живот. Хотя ледяные демоны не представляли для них угрозы, они хорошо умели прятаться. Если бы они внезапно устроили засаду на группу Хань Ли, когда они меньше всего этого ожидали, это бы доставило им большие неприятности. Чтобы предотвратить это, киринский леопард просто скользил по льду вниз, отпугивая всех ледяных демонов, прячущихся в глубинах льда. Не только Хань Ли удивился этому, но и другие заинтересовались его зверем. Таким образом, вся группа продолжила свой путь, в то время как киринский леопард сожрал более 1000 ледяных демонов. Узорчатый желтый мех зверя начал слабо светиться белым светом. Похоже, что культивация зверя значительно продвинулась. Не обращая внимания на действия зверя, Хань Ли невольно задумался, взявшись за подбородок. Глава 1452. Демонический король ледяных дьяволов. Поскольку киринский леопард имел силу только культиватора возрождающейся души, когда Хань Ли впервые приручил его, он редко посылал его сражаться с врагами. Но после того, как он дал ему бесконечный запас редких лекарственных таблеток, его культивация улучшилась, и теперь он обладал силой демонического зверя на пике 10-го ранга. Ему оставался всего один шаг до прорыва к стадии божественной трансформации. Согласно общепринятым рассуждениям, большинство демонов 8-го ранга подвергались молниеносной трибуляции, обретя человеческую форму и собственный интеллект.
Однако несколько разновидностей духовных зверей и зверей с особой родословной были исключением из этого правила. Были те, кто претерпевал трибуляции на другом ранге, или те, кто не трансформировался в течение всей своей жизни. Но когда эти исключения действительно трансформировались, их мудрость и способности намного превосходили у зверей того же ранга, до такой степени, что они могли полностью их истребить. Киринский леопард изначально был странным зверем, унаследовавшим родословную Кирина. Только небеса знали, была ли у него возможность для трансформации сейчас или же представится более поздняя возможность. Но теперь выяснилось, что ледяная демоническая ци дала зверю шанс преодолеть узкое место на стадии божественной трансформации. Хань Ли криво улыбнулся, поняв, с чем столкнулся зверь. Если бы зверь прорвался в другое время, все прошло бы гладко, но сейчас они были в земной бездне. Если в этот период зверь совершит прорыв, это может спровоцировать неприятности. Лэй Лань и другие не знали обстоятельств существования киринского леопарда, но все более ослепительный белый свет, исходящий от его тела, и его растущая аура, тем не менее, поразили группу. В тот момент их отряд уже вошел вглубь территории ледяных демонов. Они прошли почти половину их местности. После того, как киринский леопард сожрал очередного ледяного демона среднего ранга, он сел на плечо Хань Ли и сонно закрыл глаза. Его тело сияло неугасаемым белым светом. В тот момент группа пролетала мимо ледяного горного хребта, как вдруг они наткнулись на чрезвычайно длинный каньон. В небе над ним бурлили черные ветры, и, казалось, будто только через каньон можно было безопасно пройти. Хань Ли и компания совсем не удивились этой странной сцене. Они уже видели это несколько раз за время своего путешествия и без малейшего колебания пробрались в каньон. Каньон не был очень большим, всего лишь около километра в ширину и 3000 километров в глубину. Прибавив свист черного ветра над ними, они почувствовали неописуемую тревогу, омрачающую их настроение. К счастью, Хань Ли и компания были необычными людьми и не позволяли этой странной атмосфере затуманивать их мысли. Но затем выражение лица Хань Ли внезапно зашевелилось. Раздался рев, и он невольно повернул голову в его сторону. Киринский леопард, сидевший у него на плече, встал на задние лапы и широко открыл глаза. Его мех на спине встал дыбом, словно он столкнулся с большим врагом. Хань Ли был ошеломлен. Хотя зверь встретил столько ледяных демонов, он ни разу так не реагировал. Неужели, когда эта мысль промелькнула в его голове, он внезапно остановился? Остальные также остановились позади него и стали подозрительно оглядываться. Не говоря ни слова, Хань Ли смотрел вперед, и в его глазах мерцал синий свет. Прежде чем остальные успели что-то спросить, он внезапно махнул перед собой рукой. Золотой свет вырвался из его ладони и рассек глубины каньона. С оглушительным грохотом во тьме вспыхнул золотой свет. Он расколол лед на самом дне каньона, образовав узкую длинную расщелину. Из-под земли раздался странный вой, за которым последовал неистовый выброс черной ци. В мгновение Эка сгустился шар черного тумана размером 30 метров. Это король ледяных демонов. Здесь действительно есть такой демон. Закричал Байби. Лэй Лань и Цинь Сяо также были поражены произошедшим. В этот момент огромный шар тумана закружился в воздухе, собирая со всех сторон бесчисленные осколки льда. Сияя ослепительным черным светом, из тумана вылетел черный ледяной феникс 60 метров в высоту. Его тело было кристально черным, а глаза, сверкая черным, пристально взглянули на Хань Ли. Нет, на самом деле он смотрел на киринского леопарда на плече Хань Ли, словно это был его враг. Киринский леопард зарычал, в его зеленых глазах было отчетливо видно волнение. Хань Ли поднял бровь и задумался. Затем он схватил маленького зверя со своего плеча и, к всеобщему потрясению, собрал все свои силы и подбросил зверя высоко в воздух. Хань Ли быстро расправил крылья и исчез во вспышке лазурно-белой молнии, оставив позади только раскат грома. В следующий момент над ледяным фениксом грянул гром, вслед за которым появился Хань Ли. Его плечо расплылось, оставляя позади себя цепочку остаточных изображений. Ледяной феникс удивленно остановился, взревев от гнева. Он протянул когти, чтобы раздавить Хань Ли, как жалкое насекомое в его глазах. Черные трехметровые когти тут же схватили Хань Ли. Однако Хань Ли, похоже, это не волновало. Его руки расплылись, и черно-белые кулаки оставили над ним поток остаточных изображений. Гремел гром, и из когтей вырвался черно-белый свет. Два огромных когтя начали ломаться, а потом раскололись, как фарфор, рассыпаясь дюйм за дюймом, пока вовсе не исчезли. Черный ледяной феникс закричал. Он открыл пасть, выпустив черный поток ветра. В мгновение атака собиралась поглотить его сверху. Но Хань Ли только моргнул и исчез, в результате чего черный ветер прошел мимо него. Ледяной феникс невольно оглянулся по сторонам, пытаясь выяснить, куда он пошел.
В этот момент из-за черного ветра подул легкий ветерок, раскрывая безмолвную фигуру. Фигура дрогнула, приближаясь к спине ледяного феникса с призрачной ловкостью. Ее черно-белые кулаки сверкнули, и она поразила ледяного феникса со злобной силой. Грянули два мощных взрыва. От взрыва образовалось два черно-белых световых ореола, полностью окутав тело феникса. Он никак не отреагировал. Огромный феникс начал трескаться, как коготь, и раскалываться дождем ледяных осколков. В воздухе снова появился плотный черный туман, приняв бесформенную форму и мерцая странным черным светом. С шорохом ветра показался маленький силуэт, бросающийся в черный туман. Он обнял свои конечностями и начал пировать. Его нос фыркал от явного возбуждения. Это был киринский леопард, которого Хань Ли подбросил высоко в воздух. Как только зверь упал, он увидел, что ледяной феникс, образовавшийся из черного тумана, разбился. Разумеется, он не собирался отказываться от такого замечательного подарка. Он радостно прыгнул вперед и начал пожирать туман. Поскольку черный туман был так называемым королем ледяных демонов, он не желал быть съеденным этим маленьким зверьком. Он не только бросился вперед черными щупальцами, но и начал собирать черный лед с земли, пытаясь сконденсировать новое тело. Тем не менее, черные щупальца были легко устранены одним взмахом когтей киринского леопарда. Хань Ли, в свою очередь, просто метнул в черный лед огненные шары, полностью растопив его. Хань Ли понадобилось всего несколько мгновений, чтобы уничтожить черного ледяного феникса. Хотя группа Хань Ли не первый раз видела его в действии, они невольно почувствовали себя взбудораженными демонстрацией его силы. Они значительно изменились в лицах. Когда киринский леопард стоял на вершине черного облака Ци, он выглядел совершенно беспомощным и неспособным двигаться. В мгновение ока почти половина черного облака была поглощена. После этого маленький зверь издал рев, и его тело дико вспыхнуло ярким светом. Затем он спрыгнул с черной Ци и присел на землю. Хань Ли слегка изменился в лице и призвал бутыль из белого нефрита. Он указал им на остатки черной Ци и пробормотал заклинание. Нефритовая бутылка закрутилась, выпуская изнутри лазурный туман. Туман клубился, собирая оставшиеся нити черной Ци в бутылку. Бай Би и другие с легкой завистью смотрели на происходящее. Хотя ледяного демона называли королем демонов, на самом деле он был обычным существом стадии божественной трансформации, с которым легко можно было разделаться. Однако встречались они нечасто. Чистая Ци короля ледяных демонов можно было использовать для изготовления лекарственных таблеток или даже для создания техник культивации. Она была гораздо более ценной, чем Ци обычного ледяного демона. Однако, поскольку демон был побежден Хань Ли, они не осмелились жаловаться. Через мгновение оставшаяся Ци ледяного демона полностью впиталась в нефритовую бутылку. Хань Ли махнул рукой, взял бутылку и заставил ее исчезнуть в рукаве. В этот момент он взглянул на киринского леопарда со следом беспокойства. Он свернулся клубочком, и все его тело не прекращало пульсировать белым светом. Его глаза медленно закрывались. Поскольку Хань Ли был связан с его разумом, он мог почувствовать волнение, страх и тревогу зверя, смешанные в одно целое. Он вздохнул и медленно спустился с неба, приземлившись сбоку от зверя, и стал на колени. Он погладил зверя по голове и его пушистой спинке, затем он попытался успокоить его своим духовным чутьем. Киринский леопард лизнул руку Хань Ли своим розовым языком и начал постепенно успокаиваться. Глава 1453. Прорыв. В этот момент из черного как смоль неба засветилась полоски белого света. Вскоре они рассеялись, и с неба стали спускаться пятна белого света. Тем временем белый свет на поверхности киринского леопарда стал розоветь. От его тела начал исходить чудесный аромат, пробуждая чувство глубокого у всех, кто его вдыхал, словно киринский леопард превратился в редкий деликатес. Озадаченные действиями Хань Ли и маленького зверя, Бай Би и другие были поражены этим запахом. Запах копченого мяса. «Брат Хань, твое духовное животное вот-вот совершит прорыв», сказал Бай Би с измененным выражением лица. Хань Ли погладил маленького зверя еще несколько раз, а затем встал. «Хорошо, мне нужно остаться здесь на день». Бай Би с неприглядным выражением лица сказал: «Продвижение духовного зверя — радостное событие, но это место не подходит. Как только запах распространится, все демоны на территории ледяных демонов соберутся сюда. Если мы не будем осторожны, на нас может напасть мощный демон», с ледяным блеском в глазах Хань Ли равнодушно сказал: «Я прекрасно знаю об этом». «Брат Бай, ты же не хочешь, чтобы я оставил здесь моего духовного зверя?» Я не это имел в виду, но, услышав недружелюбный тон Хань Ли, Бай Би попытался объясниться. Хань Ли махнул рукой и сказал решительным тоном: «В любом случае, если вы считаете, что оставаться здесь слишком опасно, можете уходить». «Я остаюсь».
Услышав его, Бай Би и остальные переглянулись между собой с натянутой улыбкой на лице. Они не находили отношения Хань Ли необычным. Они не могли убедить его выбрать их, а не его эволюционирующего духовного зверя, одними лишь словами. В тот момент Хань Ли, не обращая внимания на остальных, начал заниматься другими делами. На прорыв маленького зверя уйдет как минимум целый день. В этот период испускаемый им запах привлечет ближайших демонов. Конечно, поскольку это была территория ледяных демонов, большинство демонов будут ледяными. Из его тела вырвался лазурный свет, и он взмыл в небо. Проведя рукой по сумке для хранения, он вызвал груды боевых флагов и пластин. Затем он поднял их всех одной рукой. Десятки полос света разбежались во все стороны и бесследно исчезли в воздухе. На земле грянула цепочка взрывов, и изо льда поднялось 10 столбов красного света. Вскоре после этого на ледяной земле была воздвигнута формация заклинаний шириной в 100 метров. Формация заклинаний состояла из странных узоров и алых талисманов. Из нее мгновенно высвободилась пылающая аура, наполнив воздух запахом гари. Это была формация с элементом огня, на которую Хань Ли потратил много духовных камней в городе высшего неба. Она называлась «Смертельная огненная формация». После установки формация была достаточно мощной, что даже культиватору стадии божественной трансформации было сложно прорваться сквозь нее. Для ледяных демонов она была еще более разрушительной. Однако Хань Ли на этом не остановился. Он сделал жест заклинания, выпустив из своего тела 72 маленьких золотых меча, закружившие над его головой. Они гудели, превращаясь в сотни одинаковых золотых огней. После пения Хань Ли указал на густую массу лучей меча. Внезапно сотни золотых огней рассеялись и исчезли из поля зрения. Это была великая формация золотых мечей. С уровнем его культивации на пике стадии божественной трансформации даже культиватор на поздней стадии пространственного закаливания не сможет уйти невредимым. Трудно было сказать, смогла бы она ограничить культиватора интеграции тела. Это еще предстояло проверить. Сделав это, Хань Ли завис над формацией и взмахнул рукавом. Из рукава тут же вылетел шар серебряного пламени, с криком превратившись в серебряную птицу. Он совершил один облет в воздухе и нырнул в лед. Затем Хань Ли поднял руку и призвал треугольную духовную карету, которую использовал ранее. Духовная карета неподвижно зависла над формацией, а Хань Ли сел внутрь нее, скрестив ноги и закрыв глаза. В этот момент точки белого света собрались вокруг маленького зверя, и запах, который он издавал, стал еще более манящим. Даже величественные формации Хань Ли не могли остановить выход аромата. Завораживающий аромат быстро разносится в далекую тьму. Лэй Лань и трое других тихо разговаривали друг с другом, решая, улетать им или остаться. Все трое не хотели иметь дело с демонами, но из-за предыдущих опасностей, с которыми они столкнулись, им было бы трудно войти на 3-й уровень, не говоря уже о том, чтобы найти плод адского пламени. Таким образом, все трое могли только заставить себя противостоять демонам. К счастью, Хань Ли хорошо подготовился, и они рассматривали Хань Ли как человека с большой тайной. Пока они не столкнутся с чрезмерно могущественными демонами, они могли подождать здесь день. Время шло, и белых пылинок, спускавшихся с неба, становилось все больше и больше, полностью накрыв маленькое животное. Киринский леопард наконец нарушил молчание и взвыл от боли в белом свете. Цинься посмотрела на белый свет и пробормотала: прорыв зверя сильно отличается от других. Каждый раз его тело будет значительно укрепляться, в отличие от нас из племени летающих духов. Это правда, но с болью от очищения своей сущности и меридианов мы не справимся, с улыбкой добавила Лэй Лань. Бай Би приподнял бровь и с торжественным выражением лица посмотрел на далекий каньон в темноте. На данный момент все было спокойно. Кроме слабого свиста ветра, они не слышали никаких других звуков. Аромат зверя уже распространился, по крайней мере, на 50 километров. Бай Би почувствовал себя плохо и невольно взглянул на Хань Ли. Его глаза были закрыты, и он выглядел безмятежным. Бай Би моргнул и подумал что-то сказать, как вдруг Хань Ли открыл глаза, и в его глазах появился яркий кристальный блеск. Между тем из темноты послышался шорох, словно в их направлении стекалось бесчисленное множество зверей. В этот следующий момент все трое перестали шептаться и стали наблюдать за происходящим. В темноте засветилось множество красных глаз. Рой черных силуэтов высотой фут ринулся вперед. Их тела светились, и они двигались с огромной скоростью, шелестя конечностями. Этот рой злобных существ оказался ледяными пауками. Пауков было столько, что, казалось, они мгновенно заполнив весь каньон. Однако это были ледяные демоны самого низкого ранга. Поскольку Хань Ли не нужно было иметь с ними дело, Цинься вскрикнула и замахала рукавом, осветив пауков дюжиной зеленых огней. С грохотом посреди пауков появилась дюжина 3-метровых марионеток.
Эти марионетки оказались огромными ящерицами, выпускавшие изо рта лучи зеленого света. Пауки, казалось, таяли, как испаряющаяся роса, когда зеленый свет касался их. Марионетки стояли в ряд и просто двигали головами, начиная свои атаки. В мгновение ока бесчисленные груды мертвых пауков усеяли землю. Однако пауков действительно было слишком много. Даже в ярких лучах зеленого света они в конце концов начали медленно продвигаться, полностью игнорируя свою жизнь. Под воздействием этого непрекращающегося нападения духовные камни в марионетках начали терять свою силу. Вскоре лучи марионеток начали тускнеть, не в силах сдерживать пауков. Таким образом, пауки вскоре прорвались через линию и приблизились к марионеткам. Пуф! Бесчисленные черные нити вылетели из пауков и полностью окутали марионеток. Затем нити потащили марионеток на землю, делая их полностью неподвижными. В карете Цинь-Сяо встревоженно прошептала: «Вам ни о чем беспокоиться. Предоставьте это мне». Затем женщина взлетела в шаре зеленого света прямо к паукам перед огромной формацией. Пауки немедленно почувствовали ее и зашипели, выпустив в воздух бесчисленные черные нити. Выражение лица Цинь-Сяо стало мрачным. Внезапно из ее тела появилось темно-зеленое пламя. Черные нити, соприкасаясь с пламенем, мгновенно превращались в дым. Женщина закричала и выпрямила руку. В ее руке появился зеленый огненный меч, и она опустилась. От удара внезапно распространилась огромная волна пламени. При сильном взрыве перед пауками образовалась траншея шириной 3 метра. Внутри него все еще горело зеленое пламя, мгновенно превращая коснувшихся пауков в пепел. Цинь-Сяо слегка улыбнулась, глядя на это, и как только она подумала расширить траншею, издалека послышались яростные крики, за которыми последовало появление нескольких трехметровых тел. При более внимательном рассмотрении выражение лица женщины изменилось. Огромные фигуры были гигантскими четырехголовыми пауками. Каждый был покрыт черным мехом, а изо рта торчали острые клыки. Цинь-Сяо приподняла бровь и резко махнула своим огненным мечом. В этот момент по их телам пробежала серия черного света, создав пару черных крыльев цикады. Их крылья, дрожа, подняли их в воздух. Расслабленное выражение лица Цинь-Сяо мгновенно изменилось от увиденного. Глава 1454. Демон зеленого леса. При виде этого Лэй Лань нахмурилась и повернулась к Бай Би со словами: «Кажется, разобраться с ними будет не так просто. Я помогу старшей сестре Цинь». Сказав это, из ее тела вспыхнул золотой свет, и она вылетела из экипажа. Но Бай Би поднял руку и остановил Лэй Лань с наигранной улыбкой на лице. «Младшая боевая сестра Лэй, тебе не нужно помогать госпоже Цинь. У нас есть другие дела». Лэй Лань была поражена и посмотрела в том направлении, куда указывал Бай Би. На другом краю тьмы бесшумно приближалась большая стая демонических волков. С первого взгляда можно было увидеть только их мех. Невозможно было подсчитать их истинное количество. Между тем крики раздавались с другой стороны. Лэй Лань посмотрела и увидела движущиеся черные силуэты. Это была большая группа трехметровых ледяных обезьян с длинным и густым мехом. В своих лапах они держали деревянные или каменные дубинки, а изо рта торчали угрожающие клыки. «Я разберусь с волками, а ледяных обезьян старшему боевому брату Баю», быстро среагировала Лэй Лань, поспешив к ним в виде серебряной молнии. С раскатом грома на волков обрушилась дюжина молний. Серебряная молния пронеслась мимо волков, оставив их опаленными и дрожащими на земле. Бай Би покачал головой и отсалютовал Ханли, а затем улетел в виде полоски света. Через мгновение обезьяны забеспокоились, и с неба вырвался шар золотого света. Вниз начали стекаться бесчисленные золотые нити. Послышались жалобные вопли. Золотой свет озарил обезьян, пробивая в них дыры, из которых на землю полилась кровь. Волки и обезьяны были всего лишь демонами низкого ранга и были не соперниками для таких культиваторов, как они. Однако в стае было несколько способных демонов среднего ранга, справиться с которыми было сложнее. Хань Ли наблюдал за этим из призрачного экипажа, и выражение его лица дрогнуло. Он размышлял, справятся ли эти трое, или ему стоит использовать мощь великой формации. Но в этот момент в воздухе раздался странный звук, сигнализирующий о том, что прибыло что-то еще. В его глазах вспыхнул голубой свет, и он внимательно посмотрел вдаль. Вскоре выражение его лица стало мрачным. Он увидел в воздухе более сотни ледяных демонов различной формы. Их тела сверкали черным светом, размером от 30 метров до фута. По своей ауре они казались демонами среднего ранга. Эти демоны взволнованно неслись к великой формации, явно привлеченные запахом киринского леопарда. Хань Ли холодно усмехнулся и неподвижно встал на место.
Демоны быстро приблизились в великой формации и загудели, устремляясь к маленькому зверю в его центре. Только теперь Хань Ли начал действовать, увидев, что почти половина летающих ледяных демонов вошла в формацию. Он перевернул руку, выпустив сверкающий алый флаг 3-дюймового размера, а затем влил в него магическую силу и быстро указал вниз. С треском из формации выстрелил луч красного света. Раздался сильный грохот, и 10 столбов на краю формации задрожали. Как только появились талисманы, вокруг формации начал собираться туман красного света, полностью окутывая ледяных демонов. В страхе демоны стали изрыгать ледяной белый ветер и играть со снегом. Но независимо от их способностей, когда красный свет пронесся мимо них, они превратились в пепел, растаяв, как лед. В мгновение эко демоны внутри формации исчезли, оставив в воздухе лишь облака ледяного демона Ци. Остальные демоны снаружи формации встревожились при виде этого. Часть из них не хотела уходить из-за этого запаха, но те, кто были умнее, быстро улетели прочь. Хань Ли поднял бровь и открыл рот, выплюнув шар лазурного света, в котором находился маленький лазурный котел. Котел сделал круг в воздухе и, пульсируя светом, начал увеличиваться до 3 метров в размерах. Внезапно Хань Ли хлопнул ладонью по котлу. Котел загудел, мгновенно подняв крышку в воздух. Из него вылетел рой лазурных нитей и странным образом растворился в воздухе. Мгновение спустя пространство искривилось возле ледяных демонов за пределами формации, и со всех сторон их окружили бесчисленные лазурные нити, пронизывая ледяных демонов. Даже те, кто сбежал ранее, теперь не смогли избежать нитей. Как только нити исчезли, на землю посыпали куски демонов. С ростом самосовершенствования Хань Ли мощь небесного котла также сильно изменилась. Другие также использовали свои различные способности, чтобы убить демонов среднего ранга и в конечном итоге отразить атаку демонов. Лэй Лань и Цинь Ся вернулись в экипаж и изумленно щелкнули языками. Я не ожидала, что на территории ледяных демонов будет так много демонов. Кто знает, что еще скрывается. Во вспышке золотого света Бай Би вернулся в карету. Он усмехнулся и сказал, на такой большой территории может много что скрываться. Однако это были только демоны поблизости. Скоро придут демоны издалека. Среди них может быть несколько высокоранговых демонов. Но, даже услышав это, Хань Ли оставался спокойным. Вскоре после этого повсюду раздался вой, и вокруг формации появились различные демоны. На этот раз Хань Ли не стал ждать остальных. Вместо этого он активировал ограничение великой формации. Каждого из демонов, вошедших в формацию, ждала мучительная смерть от атаки красного тумана. Время шло, и под осадой демонов прошло полдня. За это время появился только один высокоранговый демон. Тем не менее, Хань Ли решительно активировал великую формацию золотых мечей и быстро расправился с ним. После этого в течение некоторого времени других могущественных демонов не появлялось. Хань Ли и другие были счастливы мирно проводить время. 6 часов спустя, когда запах киринского леопарда начал ослабевать, странные вороны вырвались из формации, разбежавшись в разные стороны. Когда Хань Ли заметил это, он услышал издалека тяжелые шаги. Каждый шаг заставлял землю дрожать. Шаги медленно приближались. Лэй Лань и остальные с удивлением переглянулись. Хань Ли только прищурил глаза, сверкающие синим светом. Спустя мгновение из темноты вышел темно-зеленый великан километровой высоты. Как только он попал в поле зрения, Бай Би закричал: «Демон зеленого леса!» Это демон зеленого леса. Демон перед ними был довольно необычным. Его огромная фигура выглядела получеловеком-полуоленем. Его поверхность выглядела изумрудно-зеленой, словно была вырезана из дерева. На нем также росли зеленые листья и цветы, что выглядело довольно комично. Однако демон держал пару огромных молотов размером с холм, подавляя смех над своим внешним видом. Бай Би быстро взглянул на Хань Ли и сказал: «Неважно. Хотя он может быть большим и мощным, пока мы не позволим ему наносить удары своим оружием, он не представляет угрозы». Однако все трое увидели только угрюмое выражение лица Хань Ли. Это был первый раз, когда на его лице было подобное выражение с момента начала нападения демонов. «Брат Хань, ты». Когда другие увидели это, они были сбиты с толку. После некоторого молчания Хань Ли сказал: «Будь здесь один демон, с ним было бы легко разобраться. Но стоящий на его голове демон может стать проблемой. Есть еще один». Испугавшись, остальные быстро посмотрели на голову гиганта. При ближайшем рассмотрении они в конце концов различали еще одного демона. Он был всего 2 фута в высоту и выглядел как длинноволосый карлик в зеленых одеждах. В одной руке он держал трость, неподвижно стоя на вершине гиганта. Большая часть его тела была скрыта за растительностью, поэтому неудивительно, что его было нелегко обнаружить.
Когда демон увидел Хань Ли и остальные обнаружили его, карлик не открыл глаз и высокомерно сказал: «Я знаю, что ты из племени летающих духов и у вас есть некоторые способности. С вашим уровнем культивации вы мне не ровня. Если вы послушно передадите мне эволюционирующего духовного зверя, я немедленно уйду. В противном случае вы все здесь умрете». Лэй Лань и остальные тревожно переглянулись между собой из-за его высокомерного тона и неуверенности в своих способностях. Глаза Хань Ли мерцали, но когда он увидел культивацию противника, он невольно вздохнул. Неудивительно, что он говорил так высокомерно. Чтобы управлять таким высокоранговым демоном, как демон Зеленого леса, он имел устрашающий уровень культивации на средней стадии пространственного закаливания. Обычные священные ученики племени летающих духов не смогли бы сражаться с ним. Но для Хань Ли, если у него не было никаких способностей бросать вызов небесам, он не был бы особенно сильным соперником. Хань Ли было лень что-то ему отвечать, и вместо этого он просто посмотрел на него с загадочной улыбкой. Бай Би и остальные испугались, но тактично промолчали, поскольку Хань Ли был их лидером. Карлик при виде этого пришел в ярость и открыл свои белые глаза. Он холодно сказал: «Поскольку вы выбираете смерть, позвольте мне отправить вас туда». Гном постучал тростью по гиганту под ним. Демон издал рев и большими шагами зашагал к великой формации. Глава 1455. Кровавая марионетка. Хань Ли наблюдал с холодным выражением на лице, как огромный демон сделал несколько шагов вперед, не выдавая никаких эмоций на своем лице. Еще чуть ближе, и демон Зеленого леса войдет в зону действия его формирования золотых мечей. Тогда он активирует формацию и убьет двух демонов одной атакой. В этот момент с далекого неба вспыхнул красный свет, за которым последовал воющий крик. Из темноты появились 3 кровавых шара и устремились в их направление. Карлик при виде этого внезапно изменился в лице. Он постучал тростью по деревянному демону и повернул голову к алым полосам. На его лице появился след удивления. После нескольких глухих ударов демон Зеленого леса остановился прямо у формации золотых мечей. Хань Ли нахмурился, но, увидев произошедшее, тоже повернулся в направлении красных полос. Остальные 3 были обеспокоены появлением новых демонов. 3 малиновых полоски были невероятно быстрыми и оказались рядом с ними с молниеносной скоростью. Свет погас, раскрывая силуэты 3 футов высотой. У этих маленьких людей были нежные лица, и невозможно было определить их возраст, но у всех были своеобразные красные доспехи, а на их лицах были плотные талисманные символы, из-за его их кожа блестела алым. Кроме того, от них пахло гниющей кровью. 3 бесстрастно огляделись вокруг, устремив горящий взгляд на Хань Ли. Хань Ли прищурился и почувствовал, как ледяной холод пробежал по его телу. Словно на него смотрели 3 змеи. Когда демон увидел силуэты, его лицо побледнело, а глаза наполнились благоговением, кровавые марионетки. Это кукольные воплощения лорда Дисюэ. Кровавые марионетки. Дисюэ. Мысли в голове Хань Ли быстро зашевелились, но имя ему показалось незнакомым. 3 маленькие фигурки долго смотрели на Хань Ли, а затем на их лицах появилось резкое выражение. Они открыли рты и выпустили в Хань Ли 3 кроваво-красных луча. Хотя Хань Ли был готов к этому, яростная тревога все еще витала в его голове, поскольку нападение произошло без предупреждения. Он мгновенно среагировал, подняв руку и вызвав перед собой серый туман. В то же время черная ци вырвалась из его тела, создав простую черную броню. Раздалось 3 приглушенных хлопка. 3 луча кровавого света были остановлены эссенцией божественного светом лишь на мгновение, а затем пробили и поразить злобную броню Хань Ли. Кровавый свет качнулся, ударив в серый туман, постепенно тускнея, открывая 3 отверстия размером с чашу в доспехах и прямо ударяя его в грудь. Лэй Лань и другие побледнели при виде этого, но то, что произошло потом, потрясло их еще больше. Из груди Хань Ли вырвался раскат, показывая кровавый свет, отражающийся от золотисто-серебряной молнии и нейтрализуя друг друга. Атака была заблокирована молниеносной мантией Хань Ли. Несмотря на это, Хань Ли все еще был сильно напуган, и его лицо внезапно стало мрачным. Он холодно фыркнул и выпустил облака черной ци, мгновенно заделав 3 большие дыры в его зловещей броне. Если бы его зловещая броня не рассеяла силу 3 лучей кровавого света, он боялся, что его молнии не смогли бы заблокировать его. Видя, что их атаки не увенчались успехом, 3 кровавые марионетки ничуть не изменились в лицах. Свет просто мерцал на их спинах, раскрыв пару кроваво-красных крыльев, и они немедленно исчезали. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Прежде чем он успел среагировать, пространство рядом с ним начало колебаться, демонстрируя 3 мерцающих силуэта. Их руки размылись, рассекая воздух длинной алой сабли в каждой руке.
Из клинков в сторону Хань Ли вылетело 3 ярко-красных полумесяца, полностью игнорируя остальных. Поскольку у марионеток была нить духовного чутья своего хозяина, они могли определить, что единственной угрозой был Хань Ли, и что остальные рухнули бы от первого удара. Хань Ли издал яростный крик, и крылья на его спине дрогнули. С раскатом грома он исчез. Мгновение спустя он снова появился в 60 метрах от него во вспышке лазурно-белой молнии. Почти одновременно в его направлении вспыхнули 3 красных огонька. 3 маленькие фигурки снова появились и совершили, казалось бы, ту же атаку, но на этот раз их клинки превратились в шквал бесчисленных кровавых полос, окружающих его. С лицом, холодным, как лед, золотой свет вспыхнул от тела Хань Ли, обнажив слой сверкающих золотых чешуек на его теле. В то же время он испустил громкий крик, нанеся удар своими черно-белыми ладонями. В мгновение эка они превратились в переплетающиеся черно-белые ладони. В результате раздался металлический лязг и скрежет. Шквал алых полос ударил по ладони Хань Ли, но они взвыли, рассыпаясь, словно их отразила огромная сила. 3 марионетки почувствовали отталкивание огромной силы через свои лезвия, и каждая была отброшена на 10 метров. Их тела вспыхнули багровым светом, и они восстановили равновесие, ошеломленно подняв голову. Хань Ли исчез из своего первоначального местоположения. В мгновение эка Хань Ли вернулся в свое первоначальное место в призрачной карете. В конце концов, все 3 опустили головы и увидели его, но Хань Ли просто усмехнулся. Его руки быстро формировали жесты заклинания, и он начал петь. Ближайшее пространство издало громкий крик, и появились сверкающие золотые нити, плотно окружая 3 кровавых марионеток. Это была великая формация золотых мечей, которую Хань Ли заранее установил. Сила формации меча значительно возросла вместе с уровнем его культивации. Изначально медленные нити меча теперь поднимались с большей скоростью. Однако их все равно нельзя было считать очень быстрыми. Когда 3 кровавые марионетки увидели это, их глаза закружились, а крылья дрогнули, и они странным образом исчезли из воздуха. Оказалось, что они хотели использовать секретную технику и сбежать из формации мечей. Однако что-то столь же загадочное, как формация золотых мечей, не собиралось позволить им сбежать. С края формации раздался звон, и вспыхнуло сотни золотых нитей. Вспыхнул малиновый свет, и 3 силуэта были вынуждены появиться. 3 марионетки мгновенно разлетелись на бесчисленные кусочки, словно они были уничтожены. Даже карлик был ошеломлен этой сценой. Карлик быстро что-то понял, и тут же заставил деревянного демона под ним медленно отступить. Как коренное существо земной бездны, карлик понимал, насколько устрашающими были кровавые марионетки. Даже он не мог противостоять объединенным силам 3 кровавых марионеток, поэтому он отказался от любых мыслей о том, чтобы заполучить киринского леопарда. Но в этот момент в формации мечей произошла странная сцена. Оказалось, что изрезанные фрагменты малиновых марионеток засветились, превращаясь в капли крови. Затем они собрались вместе, формируя 3 кровавых шара размером с кулак, наполняя воздух своим гнилым запахом. Приняв форму, они закружились и постепенно вернулись в свою кровавую марионеточную форму. Хань Ли это не удивило, и он со странным выражением лица просто указал на центр своей формации мечей. Раздался шорох, и из земли вылетела серебряная огненная птица. Приблизившись к марионеткам, она взорвалась, разделившись на 3 шара серебряного пламени размером с чашу. С приглушенным грохотом серебряное пламя ударило в шары крови. Пламя поднялось высоко и полностью окутало кровавые шары. Как только вспыхнуло пламя, воздух наполнился запахом гори, за которым последовали жалкие крики. Шары серебряного пламени бешено колотились о край мечей, как муха без головы. Хотя Хань Ли смотрел на это без выражения, внутренне он был потрясен. Он прекрасно понимал мощь его поглотившего небесный огонь духа. Когда его противник коснется этого пламени, он мгновенно превратится в пепел. Однако эти кровавые марионетки смогли выстоять. Тем не менее, властная сила пламени стала очевидной, поскольку шары крови вскоре полностью сгорели. Когда их кровь превратилась в пепел, марионетки больше не могли восстанавливаться. Хань Ли махнул рукой. Шары серебряного пламени слились в один, после чего огненная птица вернулась к нему и исчезла в рукаве. Выражение его лица дрогнуло, словно он что-то почувствовал и посмотрел в сторону. Он увидел, что огромный демон зеленого леса по незнанию отступил на километр от него. Когда карлик увидел, что Хань Ли смотрит на него, он почувствовал, как его сердце забилось быстрее, и свистнул, не раздумывая. Безмолвный лесной демон внезапно засветился зеленым светом и начал убегать большими шагами, не обращая внимания на скрытность. Демон вместе с гигантом несколько раз размылись в воздухе, а затем исчезли в темноте. «Уже уходите», — пробормотал Хань Ли. Затем он открыл рот и вызвал небольшой котел, светящийся лазурным светом.
В этот момент из-под призрачной кареты раздался слабый звериный вой. Услышав это, Ханли был вне себя от радости, но все же взглянул на убегающего лесного демона вдалеке, а затем убрал небесный котел в свой живот. После этого его фигура расплылась, и он появился на вершине призрачной кареты. Через мгновение он проворно ступил на землю и встал рядом со своим духовным зверем, который все еще был окутан белым светом. В этот момент исходящий аромат стал намного тусклее. Благодаря своей духовной связи со зверем он уже почувствовал, что его прорыв находится на грани завершения. Теперь у него был еще один источник силы. Он сделал глубокий вдох и протянул руку к белому свету, положив ее на киринского леопарда. В тот же момент волна чистой духовной энергии вошла в тело маленького зверя. Лазурный свет ярко сиял от тела Ханли, и выражение его лица стало серьезным. Остальные трое в экипаже глубоко вздохнули, видя, что все закончилось. Они посмотрели друг на друга с большим облегчением.